Уже 36-й фильм о футболе по всему миру, и сегодня будет очень печальная история, которая точно сумеет тебя зацепить. В этом выпуске я расскажу тебе про ташкентский Пахтакор и его трагедию. В Ташкенте не так уж и много футбола, как может казаться. Но помимо прокачанного на рубеже нулевых и десятых Бунёткора, есть еще один клуб, о котором нельзя умолчать в контексте футбольного Ташкента. И нагулявшись по рынкам, наевшись плова, прожарившись под палящим солнцем и познакомив тебя с узбекским суперклубом, я готов рассказать тебе еще одну историю. И для этого я отправляюсь на стадион Пахтакор. Жителям Ташкента, несомненно, повезло, что у них в городе есть метро. Ведь при помощи этой штуки можно доехать почти везде, и сегодняшний стадион этому не исключение, ведь возле него и расположена одноименная станция Пахтакор. И уже неудивительно, но она без особой связи с клубом, кроме названия, но зато она отделана мозаикой на местный узбекистанский мотив. Доехать до стадиона Пахтакора проще всего при помощи метрополитена. Здесь расположена одноименная станция метро, и она такая советская. Вот на ней можно прочувствовать весь дух Узбекистана. Но не только одним метрополитеном едины. Также здесь расположены остановки общественного транспорта, автобусов и маршрутного такси. Но вот только удивительно, что основной вестибюль станции работает только до 19:00, и даже в день двух матчей доп. Поездов или иных исключений я не увидел. Но с организацией матчей в Ташкенте беда, и возможно это из-за отсутствия нужного опыта. Ну а нас тем делом встречает Пахтакор. Об этом свидетельствует билборд с изображением стадиона с одной стороны и львом, символизирующим клуб, с другой. Возле этого же места стоит здание с олимпийскими кольцами. И нет, Пахтакор это не олимпийский стадион, просто в этом квартале сосредоточено очень много важного государственного. Вот, к примеру, Национальный олимпийский комитет. Далее по пути встречаются тренировочные поля Академии. Здесь не самая лучшая база и покрытие, но удивляет наличие поля для пляжки. И в этом же месте первое упоминание о когда-то былой трагедии. И оно в названии улицы – Пахтакор 79. Стадион Пахтакора утоплен в зелень, но не сказать, что эта зона современная или облагороженная, нет, просто деревья стоят, как и везде в зеленом Ташкенте. Много зелени и большое количество пустующего места. Такое не часто увидишь в мегаполисах. И эта земля прям лакомый кусок для многих. Потому, возможно, забегая наперед, вот тебе и одна из причин, почему стадион не перестроен до сих пор. Обходя его снаружи, утыкаешься в еще одну большую площадь, которую используют под автостоянку. Но она даже в обычный будний день сильно перегружена. По количеству припаркованных автомобилей возле стадиона создается мнимое ощущение, что сегодня день матча. Но на самом деле это не так. Здесь рядышком расположена госструктура. И соответственно люди приезжают, оставляют здесь свой автомобиль и дальше идут уже пешком по своим делам. Так что эти люди приехали точно не на футбол. Но тем не менее стадион популярен. Только у спортсменов, у которых сегодня там тренировка, а не у этих людей. До спортсменов мы еще доберемся. Для начала нужно разобраться здесь. С этой стороны стадиона протекает небольшой канальчик с далеко не самой чистой водой, но в жарком Ташкенте даже он может служить некоторым спасением. А на входе на прилегающую территорию к стадиону стоит небольшое сооружение, похожее на остановку, в котором находится малюсенькая кафешечка под названием Пахтакор Фуд, клубный магазин и закрытая сейчас окошко кассы. Выглядит все это, как и остальное здесь, довольно ветко, но добавляет атмосферы месту. Вот как, например, в этой кафешке внутри. Желто-синие стены, графика и все под клуб. Огонь же, пусть и в рамках олдскула.
А вот Шоппе мне как-то не особо понравилось. Множество товара, но большая часть не по теме вообще. Тесно, неуютно и навалено кучами. Когда в магазине одновременно больше 2 человек, тут уже некомфортно. Но это мне все равно никак не мешает купить атрибутику на сегодняшний розыгрыш. Участвую в нем, условия будут в самом конце. Help me. Мне очень нужна твоя помощь. Чтобы фильмы выходили чаще, мне нужна мотивация, а лучше всего с этим помогает твой фидбэк. Поэтому давай не ленись, напиши абсолютно любой коммент, который поможет продвинуть это видео. Ну вот вообще любой. А если поставишь еще и палец вверх, так вообще будет замечательно. Следующий фильм я обещаю опубликовать сразу же, как только под этим будет 500 комментариев или 1000 лайков. Хочешь новое? Действуй. На этом стадионе, как и он сам, очень многое напоминает о былом. Уже выцвевшие буквы и эмблема встречают тебя на здании и на входе. Грустный и явно вспоминающий лихие годы автобус. Второй басик для молодежки или академии еще на ходу, но повидавший кое-что в жизни. Само здание с теми самыми буквами, где находятся всякие секции, от Капиталина, но и оно из давних годов. И перед этим зданием стоит монумент погибшей команде 79 года. И сейчас ты узнаешь, как это все произошло. 11 августа 1979 года. Пахтакор вылетал на рядовой матч чемпионата с Минским Динамо, и ничего не предвещало беды, кроме незначительного для полетов ухудшения погоды. В это же время из Воронежа в Кишинев вылетал другой пассажирский борт, и в одной из точек их маршруты пересекались. Эта же зона полета самолетов характеризовалась высокой интенсивностью, тем не менее в тот день ее контролировал малоопытный диспетчер, или по сути стажер, 20-летний Николай Жуковский. Полет самолетов проходил стандартно, но в роковой час под контролем неопытного сотрудника диспетчерского центра оказалось целых 4 самолета. Борт, направляющийся в Молдавию, летел на одной высоте с Ташкентским, несколько раз запрашивая разрешение на увеличение высоты, но получил отказ. По расчетам Жуковского, самолеты должны были разминуться с интервалом около 3 минут, но в условиях стресса неопытный специалист ошибся и неправильно внес тайминг прохождения контрольных точек Кишиневским бортом. За пару минут до трагедии более опытный диспетчер вмешался в работу неопытного и попытался исправить ситуацию, отправив самолетам указания на изменение эшелонов. Но не получив внятных ответов и не разобравшись в позывных, принялся отчитывать стажера за ошибку. Только спустя несколько минут в диспетчерском центре поняли, что произошло на самом деле. Летя на высоте 8400 метров, в условиях плохой видимости и облаков, два сближающихся борта не могли видеть друг друга. После указания диспетчера о изменении высоты ее поменял третий борт, а два этих так и остались на том же эшелоне. В 13:34, спустя 1 минуту после последней связи с Землей, два самолета Ту-134 столкнулись в небе. Все 178 пассажиров, включая 17 футболистов Пахтакора, погибли. Несмотря на всю любовь советской власти умалчивать о трагедиях, в ситуации с гибелью футбольного клуба умалчивать было невозможно. В тот же день в Москве проходил финал Кубка, и уже в конце матча по трибунам поползли слухи, что Пахтакор погиб. И действия советской власти дальше понять можно, так как многие обвиняли именно ее в гибели футбольного клуба. Ведь эшелон 10 тысяч, который мог разгрузить воздушное пространство, был закрыт в тот день по причине пролета одного из правительственных бортов. Слухов о гибели ташкентской команды много, но правда узнать невозможно, потому что все подробности той трагедии до сих пор содержатся в тайне. Сейчас я нахожусь на Ташкентском кладбище имени Боткина. Именно здесь похоронена команда Пахтакор-79. Именно в этом месте установлен мемориал, куда тянутся тысячи ташкентцев в годовщину этой черной даты. Как много в них было стремлений, задора, тоскует зеленый ковер Пахтакора
Именно такие строчки и написаны здесь. Большинство из нас даже не родились еще на тот момент, но когда находишься в этом месте, тебя настигает ужас той далекой беды. Настигает понимание, что жизнь – это всего лишь миг, и это все пережито не где-то там на страницах истории, а именно здесь. Передать всех тех эмоций, что испытываешь здесь, сложно, сродни невозможно, потому просто давай немного помолчим. Сносить нельзя оставить. Где именно, тут должна быть запятая. И оно непонятно по одной простой причине. Это место готово удивить своей популярностью. Но не у футбольного фанатья, а у обычных людей, которые выбрали спорт как образ жизни. Здесь постоянно происходит движуха и с самого раннего утра. И смотришь на это все и видишь, какая шикарная база у этого стадиона. Просто большая часть запущена и многое не обновлено. Еще один автобус на территории стадиона, но на этот раз национальной команды. По слухам, он тут сейчас стоит постоянно. И совершенно от остального вокруг отличается здание, куда приезжают команда и официальные лица. Стены с резными элементами, все по стилю. И сразу ясно, что речь тут идет про Пахтакор. Ну и понятно, когда важные люди приезжают, то они видят вот это и не видят всего ужаса там. Вот такая беда. Экскурсии по стадиону – это сложная тема в таких местах. Но если есть язык, то зачастую тебе идут навстречу. Так случилось и тут. Самая большая проблема советских стадионов – это их многофункциональность и большое расстояние до поля. Но и проблема эта прежде всего для просмотра футбола, все же другие виды спорта никто не отменял. Так вот здесь мало того, что расстояние не маленькое, так еще и все трибуны клетка с высоченным забором. Из первых рядов ты посмотришь футбол здесь только через сетку рабицу. Большое, пусть уже и обновленное табло, как дух того времени. И понимаешь, тут обновлен стадион, это видно, если не всматриваться в детали. Но все продолжает шептать, что он уже из ушедшей эпохи. А если всматриваться наоборот, то сразу же ясно, что тут не просто ремонт, а перестраивать надо давно. И с учетом того, что Пахтакор это чаще всего чемпион, то есть стадион ему нужен подобающий, а не косметически обновленный. Но даже в виде таком скажу еще раз, если сильно уж не вдаваться в детали, то бывало видели хуже. Вот желто-синие трибуны под стать в клубных цветах, он узнаваем из-за этого, и история у него велика. Но опять же, детали, и эти детали решают всегда. Эти же детали встречаются и в раздевалке, такой же желто-синий, но от которой веет усталостью. Потертые элементы, местами пошарпанный пол. Но я опять же их понимаю, когда могут снести стадион, зачем вкладывать деньги в ремонт? Ну, собственно, вот такая она, раздевалка Пахтакор. Желто-синяя, местами подуставшая, сейчас стилизованная под Кубок наций Средней Азии. Раздевалка самого титулованного клуба страны. Между прочим. Очень многие кадры из моих съемок попадают в телеграм-канал. Монтирую я довольно долго, потому подписаться на нее – это самый лучший способ быть в курсе всего. Уж тем более сейчас, когда я улетаю на новые съемки. А еще мы там обсуждаем стадионы и фильмы, а я всегда отвечаю вам. Потому не ленись, подписывайся. В месте, где команды выходят на поле, висит несколько баннеров с моментами из жизни клуба. Все по стандарту, но вот административное здание с таким ремонтом, что можно в моменте и забыть, что ты находишься на обветшалом стадионе. Но тут же выставлены кубки, и конечно же, увидев их, ты сразу убеждаешься, что тебе показалось. Ведь кто еще может похвастаться в Узбекистане таким количеством наград, кроме как Пахтакор?
Стадион Пахтакор повидал многое за свои годы, ведь его строительство началось аж в 1954 году и было окончено через 2 года. Долгое время Пахтакор являлся главным стадионом Узбекистана и вмещал он изначально 60 тысяч человек. И это не было много, потому что он на тот момент был одним из самых посещаемых стадионов высшей лиги СССР. И конечно же было так, потому что хозяин стадиона – это единственный узбекский клуб, который выступал в той самой высшей лиге Советского Союза. Футбольный клуб Пахтакор. В переводе с узбекского это значит «хлопковод». Связь клуба с ним видна сразу и невооруженным глазом. Стоит только взглянуть на эмблему, на которой в основе изображен этот же хлопок. Пахтакор был основан в 1956 году на базе другого футбольного клуба – ташкентского «Спартака». Уже через 3 года после появления Пахтакор пробился в высшую лигу, в последующем, конечно, иногда вылетая из нее, но ненадолго и обязательно возвращаясь. Вообще Пахтакор – это стабильный середняк тогдашней советской футбольной элиты. Он не удостаивался титулов и медалей, но стабильно готов был дать бой любому. И сейчас неизвестно, как могла бы сложиться судьба клуба, если бы не трагедия 1979 года. После гибели Пахтакора было решено сохранить команду, но в условиях жесткой ограниченности во времени собрать новый состав качественных игроков было невозможно. И тогда кинули клич всем клубам и футболистам, кто хочет на добровольных началах помочь Пахтакору. Уже через 2 недели после катастрофы клуб снова выступал в чемпионате, а в лиге было наложено вето на вылет Пахтакора в течение 3 лет, невзирая на спортивные результаты. Но на практике этим воспользовались лишь единожды, а новая команда в 82-м и вовсе показала свой лучший результат, заняв 6-е место в лиге. Но уже в 84-м произошел спад, и Пахтакор вылетел из элиты. Целых 6 лет он прозябал в перьях Советской лиги, лишь к 1991-му сумев подняться назад. Но в элите они провели только 1 сезон, с развалом страны Советов поехав играть уже в свой чемпионат. И это настоящий грант узбекского футбола. И может быть удивительно, но и так было не всегда. Только в 92-м году Пахтакор сумел сходу взять чемпионство. Потом несколько лет ничего не удавалось, кроме 98-го. И только в 2002 году хлопковод вернулся, чтобы править. 6 титулов подряд не оставляли вопросов о лучшем клубе страны. Правда, они возникли у руководства Узбекистана. Зачем последовало создание суперклуба? Но о этой истории ты уже знаешь. И вот уже 5 последних сезонов Пахтакор снова несменный чемпион, а всего за эти годы у него набралось их целых 16. Но чемпионство Пахтакора раздражают многих. То и дело вспыхивают скандалы, что ташкентскому клубу подсуживают, но реальности это не меняет, и Пахтакор все равно остается самым титулованным клубом Узбекистана. Но на международной арене у него как-то не особо складывается, лучшее достижение лишь 2 полуфинала в начале нулевых. С годами любой стадион требует обновления. Так случилось и в Ташкенте. После нескольких ремонтов вместимость стадиона уменьшилась до 35 тысяч человек. В последние годы ведется очень много разговоров, что Пахтакор демонтирует и построит новый современный стадион на этом месте. А в 2019-м во многих СМИ и вовсе написали, что все, стадион завтра начинают сносить. Но в клубе все опровергли, и стадион так и дожил до наших дней. Хотя есть информация, что в 2018 году Алишер Усманов выделил $20 миллионов для Пахтакора и может выделить еще, догнав цифру до 100, и предназначается сумма именно для нового стадиона. Но дальше, как видишь, опять ничего не произошло. Но пока я монтирую этот выпуск, появилась еще одна новость. Клуб вместе со всеми активами и недвижимостью выставлен на продажу. Так что, если найдется достойный покупатель, то ли еще будет. День матча на Пахтакоре. Но сегодня снова же играет не хозяин стадиона, а матч за 3-е место вот этой штуки, Кубка наций Средней Азии. И матч пройдет между Киргизией и Оманом. И вообще, на самом деле, это как-то
сложно, потому что организаторы турнира и Киргизия, часть матчей в другой группе прошли в Бишкеке, и Узбекистан. Но финальные матчи проходят именно здесь, в Ташкенте. И по временным рамкам, опять же, в 18:30 начинается этот матч, а в 20:30 на мили матч, который был из прошлого фильма Узбекистан-Иран. То есть болельщикам успеть и туда просто нереально. Соответственно, аншлага здесь точно не будет. Киргизия, болельщики какие-то приедут, конечно же, поддержать свою национальную сборную. Но как-то все сложно и не продумано. Билет на этот матч я не покупал, так как у меня аккредитация на весь турнир. Я решил, зачем тратить деньги. Но в целом от 25 тысяч сумм начинались билеты. Сейчас я посмотрю первый тайм и поеду уже на финальный матч, потому что там гораздо важнее, там будет атмосфера, там должен быть аншлаг, потому что я еще не знаю. Ты-то уже знаешь из прошлого фильма, я пока вот нет. Самое главное, что меня интересует. Атмосферу я тебе не покажу. Покажу, конечно, какие-то вставки, но играет-то не Пахтакор, и так понятно. Самое важное, что меня интересует, это организация матча и как вообще смотреть футбол с этих трибун на этом стадионе. Так что смотрю один тайм, подвожу быстренько итоги и еду на финальный матч. Иного не дано. К сожалению, получается сегодня вот так. Самое обидное, если уже я и взялся снимать фильм про Пахтакор, это не попасть на матч клуба хозяина стадиона. Но выбора на тот момент особо не было, и лучше уж так, чем вообще без футбола. Авось когда-нибудь окажусь еще в Ташкенте, и тогда схожу на его матч, а пока только так. Перед матчем здесь спокойствие и уныние. Как будто бы никакого матча не будет, по-моему, на нашей второй лиге, и то повеселее. Никаких активностей вообще. Ну вообще вот спокойно. Остается 15 минут до матча, посмотри. Здесь людей не больше, чем в обычный день. Вот меня в эту минуту преследовало ощущение, что вернулась пандемия, и посещение матча доступно только для самых избранных. Настолько тихо и спокойно было там. От обычного дня отличием служило лишь немного большее количество людей, да какая-то суета. И именно это и намекало, что тут сегодня сыграют в футбол. Аккурат припаркованные слегка брендированные автобусы Киргизии и Омана, и ловить больше нечего. Потому я поспешил ретироваться уже в чашу стадиона. Очень грязное сиденье и уже местами требующие замены. Тут есть понимание, что косметический ремонт не поможет ничем. Но не у всех есть возможность взять и перестроить стадион. Но видно, зачем они могут, пытаются как-то следить. Вот если сравнивать с Партизаном, а уровень этих стадионов похож, то это небо и земля, и в лучшую сторону отличается именно этот. Вот цветное табло, конечно, не самое лучшее, но оно есть. И объемный сайт Пахтакора, прям как визитка, сразу бросается в глаза. Ну а скажи, чего ты ждал? Старый стадион по советскому типу, хоть и перестроенный, но тем не менее. Но любители олдскула точно заценят такое, а любители современного и уюта нет. Старый, неухоженный, грязный, без газетки сюда точно не стоит приходить. Еще и непонятный забор перед полем. Ну и расстояние, конечно же. Эх, зато желто-синий, просто узбекистанская бомбонера. А что еще? Что еще нужно? Жаль только, люди не ходят. Вот ходили бы побольше. Может, и стадион бы новый появился побыстрее. Посещаемость матчей Пахтакора – это еще одна боль. Так же, как и у Буnyodkor, на стадионе обычно присутствует всего лишь 3-4 тысячи человек. И, конечно же, это ничтожно мало, особенно если сравнивать с полным стадионом на матчах здесь, уже в таком далеком прошлом. Но сегодня вышло так, что людей еще меньше, чем на матчах клуба хозяина. Всего лишь несколько сотен человек заинтересовались игрой за третье место, которое, кстати, начинается. Эх, не для того меня мама растила, чтобы я такие матчи снимал.
Приезжие болельщики, конечно, будут пытаться создать шум и даже найдут замену барабану, но смотреть на абсолютно пустые сектора напротив больно для глаз. В этой стране какой-то культ безопасности. На футболе первые места занимать нельзя, первые 5 рядов. Потому что здесь всегда стоит полицейский, который будет отгонять всех желающих. И это даже несмотря на то, что здесь установлена такая большущая высокая сетка. Весь стадион как фан-трибуна. И чтобы ее перелезть, ну я не знаю, что надо сделать. Ну нет, там есть малюсенькая дырочка, правда она совсем крошечная. Ну и кстати, это именно на Пахтакоре, где есть вот такие вот огроменные заборы. А на национальном стадионе этих заборов нет, и там можно на первые ряды. Удивительно. На стадионе это нельзя, то нельзя. Коптеров возить нельзя. Безопасность превыше всего. Когда спускаешься ниже по рядам, сразу понимаешь, что срочно нужно обновлять стадион. Даже бетон под ногами уже превращается в песок. Но и времени у меня немного, а задерживаться здесь еще великого смысла нет. По питанию сегодня я вижу всего лишь один столик с пирожками да снеками. Но, кажись, большего сегодня и не нужно. Также видно, что тут есть место, где во время матчей продают атрибутику, но сегодня и оно не работает. Здесь все, как я и сказал изначально. Если ты ждал какого-то современного стадиона с нереальной поддержкой, атмосферой или чего-то еще интересного, то стоило выключить сразу. Но ты досмотрел до конца. И цель, миссия этого фильма была немножечко в другом. В принципе, показать Пахтакор это раз, а два, моя личная цель это напомнить о той трагедии, которая здесь произошла. Вот такой он вот стадион Пахтакора. Может быть, здесь на матчах домашняя команда получше будет, но что-то я сильно сомневаюсь, если честно. Побегу на следующий матч. Первый тайм заканчивается. О итогах матча я расскажу еще обязательно, но и участвую в розыгрыше. Хоть что-то позитивное в этом есть, видишь? Пока мы были на стадионе, забитых голов так и не увидели, но по итогу матча был один, который и позволил Оману занять 3-е место в турнире. А теперь итоги. Розыгрыш. Сегодня мы разыграем шарф футбольного клуба Пахтакор, купленный мной в магазине у стадиона. Но сначала я должен подвести итоги уже вышедших проверок. В прошлом фильме про стадион Бунеткор мы разыгрывали легенький шарфик Узбекистана. И сейчас среди выполнивших все условия я выберу победителя. Раз, два, три, и вот он. Поздравляю и жду в соцсетях. Ну а теперь условия сегодня. Нужно быть обязательно подписанным на канал, клацнуть палец и колокольчик и в комментах написать фразу «Хочу шарф». Все обычно и просто. Желаю удачи тебе! Стадион Пахтакор в нынешнем виде и не поспоришь, как сооружение устарел. Да, он видел многое, но сейчас это совершенно неуютное, да и тем более неудобное место для просмотра футбола. Издалека он еще неплохо смотрится, но как только вглядываешься, то сразу же видно все. По расположению он тоже неплох, да и даже несмотря на ветхость не отталкивает, а вызывает какие-то довольно смешанные чувства. Обидно, конечно, что не удалось попасть на матч Пахтакора, но самая главная моя цель – напоминание о той ужасной трагедии 1979 года выполнена. Дальше стадион может и перестроят, но эти слухи ходят настолько давно, что в них верится все меньше и меньше. А по итогам, ну вот. По итогу Пахтакор внизу нашей таблицы, и это ожидаемо. В скором времени в Ташкенте построят еще один стадион в рамках проведения азиатских молодежных игр. И лично у меня есть некоторые опасения, как бы клуб не переехал на ПМЖ туда. Но всегда лучше всего все показывает время, а понравился ролик или нет, лучше всего показывает твоя активность. Помни, новый фильм выйдет сразу же после того, как здесь появится 1000 лайков или 500 комментов. Подписывайся на меня, заглядывай в телегу, ну и активничай всеми возможными способами. Это очень мотивирует и продвигает канал. Не прощаемся, увидимся на ЦСП.